Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео будем паять алюминий. Металл капризный для такого рода над ним издевательств. Долгое время у меня не очень, вернее не очень хорошо, а совсем ничего не получалось с этим самым металлом. Имеется в виду в случае применения припоев серии POS. Покупались разные флюсы для пайки алюминия. Там натиралась поверхность таблетками, кажется, гидроперитом. Но толком ничего не получалось. И вот однажды, гуляя по нашему местному радиорынку, наткнулся на вот такой вот интересный припой под названием ПАС. Припой для пайки алюминия и его сплавов. Вот такой слиток. Самофлюсующийся. То есть это означает, что в этом слитке флюс уже заложен каким-то образом. Ну как-то это сделано, не знаю, химики там постарались. И применение сторонних флюсов даже не рекомендуется. Вот такая скромная упаковка, вот такая скромная инструкция. Тут пишется о том, что этот самый припой работает и с медью, а значит и со сплавами на основе меди, то есть с латунью тоже. И пишется, что даже со сталью он работает. Ну, вот это мы и попробуем. Дальше же, конечно же, нам понадобится паяльник. В видео «Пайка легкоплавкими припоями. Часть первая» говорилось, что будем паять вот таким вот нашим основным инструментом по прозвищу Штайр, применяя вот такое самодельное жало. Но в нашем сериале, как говорится, замена ведущего актера. Был приобретен другой паяльник. Вот такой вот. Так, в кадр его. Да. Так. Под названием Механик, так видно вам, да? Механик HK660. Мощностью 60 Вт по прозвищу Стэтхэм. С индикатором, кстати. То есть, который символизирует, включен паяльник или не включен. Естественно, не обошлось без конверсии. Так, вот жало, которое шло в комплекте с этим паяльником. Пришлось, ну, оно, конечно, мягко говоря, никуда не годится, мягко говоря. Пришлось, так сказать, изготовить жало самостоятельно из латуни. Сейчас мы его извлечем, это жало. Одну минутку, одну секундочку. Вот болтик отжали. И спокойно его извлекаем. Ну, положим рядом, и вы можете видеть, что, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Да? Поэтому это жало мы отложим в сторону. Оно нам не подходит совсем. А здесь, кстати, было решено сделать хвостовик чуть толще. Ну, заточить под лопату и сделать с упором. Ну, это же гораздо удобнее. Просто раз и все. А родное жало, оно просто может уйти вглубь, вот упереться сюда. Ну, это же, как говорится, совсем, мягко говоря, неудобно. Плюс вторая конверсия. Вот тут есть такая шайбочка. Ну, немножко о конструкции давайте поговорим. Нижний болтик маленький. Он притягивает вот этот внутренний стакан, скажем так, назовем его так, к внешнему трубчатому корпусу. Ну, тут находится нагревательный элемент. И вот этот самый болтик без этой шайбочки слишком глубоко входил во внутренний диаметр. И поэтому жало не могло нормально зайти вовнутрь. То есть этой шайбочкой мы его укоротили. Не, ну конечно понятно, что лучше отрезать. Ну, потом отрежем. Пока временно, быстро вот такая вот сделали небольшую конверсию. Возвращаем жало. Ну и как вы догадались, верхний болтик служит для фиксации этого самого жала. Давайте мы сейчас его зажмем. Да. Давай. О, красота. Ну вот так это выглядит. Так сказать, впервые на экране, как говорится. Далее нам понадобится, ну, во всяком случае, скажем так, далее будем рассматривать все быстро, бегло, потому что все, что будет показано, подробно рассматривалось в видео «Пайка легкоплавкими припоями», часть первая, ссылку обязательно оставлю в описании. Итак, диммер, регулятор мощности. Вот этот вот потенциометр,
крутим и увеличиваем мощность или уменьшаем. Здесь есть обозначение уже для каждого паяльника с оптимальной температурой для работы. Вот даже можно здесь прочесть. Паз, механик. Вот будет такое положение. Это примерно ватт 40-45. Ну, вообще без этого диммера работать будет невозможно. Придется приобрести его обязательно. Мощность у него 100 ватт, а у паяльника механик 60 ватт. Ну, это чтобы запас должен быть обязательно. Дальше. Подставка для паяльника. Вот такая вот незамысловатая, старенькая, но работает прекрасно. Вот сюда он ставится. Здесь можно хранить там всякие принадлежности для пайки. Пинцеты. Ну, понятное дело, для удобства работы. Какие вот у вас есть, какие вам удобно, те и можно применять. Это обратный, как прищепка. А это два стандартных. Большой и поменьше. Следующий момент. Ну, кусачки пригодятся. Такие. Резинка для стирания карандаша. Вот эта вот фирма Kohinoor, вот она, на мой взгляд, наиболее подходящая для нашей цели. Как для карандаша, так и для того, чтобы вы увидите, ну, для его применения, как вы увидите дальше. Вот такая пластина небольшая. Медная, латунная, неважно. Но именно медная или латунная, стальная или алюминиевая, если есть. Ну, в любом случае, такая вот пластина пригодится. И, конечно же, плита. Вот так лучше, да? Плита огнеупорная, на которой все это действие будет происходить. Вроде ничего не забыл. Дальше приступаем к пайке. Непосредственно. Начнем с того, что поставим паяльник на разогрев. Ну, просто его нужно включить. Сначала включается диммер, естественно. Потом этот самый диммер вот крутим и выставляем на нашу температуру приблизительно, да, на которой будем работать. Так, что горит у нас там? Горит. Хорошо. Значит, работает. Пока паяльник греется, необходимо подготовить наши детали к пайке. А паять мы будем сегодня алюминий вот такой вот. Ну, два таких отрезка. Марку алюминия сказать вам не могу, потому что просто-напросто не знаю. Алюминий и все. Естественно, у него есть небольшой налет сверху. И этот самый налет можно убрать, вернее, нужно убрать вот такой вот простой резинкой для стирания карандаша. Чем мы сейчас и займемся. Все очень просто. Так, прижать и потереть. Он сразу начинает блестеть, естественно. Ну, то есть снимается такой легкий слой. А нам, собственно, это и нужно сделать. Есть такое дело. Ну и следующую деталь. В общей сложности все. Почистили. Хорошо. Это, естественно, вы только не подумайте, что это будет на пол все сейчас сделано, да? Вот есть такая вот ткань, которая лежит на коленях. Вот. И, естественно, другая сторона закреплена за вот выдвигающуюся, тут есть такая выдвигающаяся полка у меня. Это все, конечно же, сюда раз и высыпали. Да? А потом все утилизируется. Ну, чтобы вы не подумали, что это все на пол, да, сбрасывается. Ну, боже упаси. Нет, конечно. Рабочее место должно быть в чистом состоянии всегда. Так, детали мы почистили. Вот наша плита огнеупорная. Вот наша пластина, которая была заявлена. Для чего она нужна? Сейчас извлечем наш припой. Если прикоснуться жалом паяльника вот к этому слитку, естественно, будет обмен температуры, жало остынет, паяльник опять начнет нагревать, и пока это все нагреется, пока это возьмется на жало, это не технологично. Как сделать удобнее и практичнее? Взять кусачки, откусить, ну, надо зацепиться, конечно, еще, да? О, зацепились. Кусочек один. Можно еще немножко. Давайте. Оп. Вот так. Положить на пластину вот сюда. И уже от этой пластины
брать припой на жало паяльника. То есть эта пластина будет источником припоя для нашего жала. Вот это вот мы уберем, а вот эту пластину вот сюда щипчиком прикрепим. Все, она зафиксирована. И таким образом, во-первых, тут его будет немного, он быстрее будет, жало будет быстрее его брать на себя, и потом постепенно можно, откусывая, сюда вот добавлять, добавлять и добавлять. Так делать удобно. Кстати, давайте уже положу инструкцию сюда, вот так. Вам так видно, чтобы вы могли ее прочесть, или давайте так, да, на стоп-кадре. Все-таки инструкцию нужно читать, потому что в ней много полезной и интересной информации, скажем так. Что там наш паяльник? Нагрелся он или не нагрелся? О, нагрелся, да. Так, все. Инструкцию вы прочли, я надеюсь, да? Жало прошло лужение. Как это правильно делать? Опять же, показано было подробно в видео «Пайка легкоплавкими пайка легкоплавкими припоями», часть первая, ссылочку я оставлю. Там все точно так же, только там флюс нужно добавлять отдельно, а здесь он уже есть. Итак, ну что, пробуем. Что там зацепилось? Ну, отцепись. Пробуем. Ого, аж синее стало, с ума сойти. Что такое? Что, перегрев, что ли? Да нет, не должно быть такого. Так. Ну, нужно как бы подлудить, что ли, да? Ага, есть. А с этой стороны? А с этой стороны? Давай. Работает припой паз немножко по-другому, нежели поз. Вот он так немножко странновато себя ведет, да? Теперь давайте, что мы сделаем? Почистим все-таки. Чуть-чуть почистим. О, вот он заблестел. Есть такое дело. Видно, да? Хорошо. И этот тоже чуть почистим. Ну вот. Вот он готов уже. Жало готово к работе. Итак, наш алюминий. Возьмем чего-нибудь такого, чем можно это придержать. Ну, давайте вот так. Да, хорошо. Ну, вот здесь вот так накрест будем паять, поэтому эту часть будем лудить. Итак, еще раз чуть-чуть взяли. Да, есть. Оно есть. И прикладываем на место соединения. И вы видите, что уже практически пошло лужение. Важный момент. Лужение необходимо производить методом натирания. Это очень важный момент, основной момент. Вот такими вот такой вот массаж нужно сделать алюминию с прогревом, скажем так, спа-салон ему устроить. Повезло, конечно. Потому что если не натирать, то и пайки, и лужение не состоится. О, вот оно уже. Многовато немножко мы взяли, но ничего. Ну вот вы можете видеть, как это происходит. Все-таки давайте подвинусь сюда. Да. Ну, в общем-то, оно уже состоялось. Еще раз. Вот таким вот образом. Ну, для наглядности. Оно уже залудилось, но для наглядности можете видеть, как это происходит. Есть? Нет, ну, чуть-чуть уберем, конечно. Вот так оставим. Да? Хорошо. Следующий, да. Следующий. Та же история. Чуть-чуть придержали. Давайте подвинем сюда, да. Так, или куда сюда? Ну, давайте сюда. Положили. И натираем. Ждем прогрева. Ну и непосредственно процесса. Так, прижали хорошо, хорошо. Натираем. Ну, здесь потоньше получится, потому что припоя меньше. Так, давай. Лудись. Ну, вообще роскошно. Как говорится, совершенно не утруждая себя. Еще раз хочу повториться. Методом натирания. Это обязательно.
Ну, вообще прекрасно. Ну, теперь остается только лишь совместить. Да? Ну, осторожно, потому что это все очень горячо. Возьмем 2 пинцета. Для... Ну, вот здесь вот, видите, такая вот, как это правильно назвать, и он отходит, да, вот его нужно немножко почистить. Сейчас, секундочку. Возьмем такую щетку и вот это вот очистим. Ну, опять же. Так, заблудился он тут или нет? Я вот не могу понять. А ну давайте еще раз. Давайте еще возьмем. Давай, берись. И... ну да, заблудился. Что-то мне показалось, что все пропало. Нет, все нормально. Есть такое дело. Хорошо. Так, вот сюда подвинемся, да. Положим сверху. Постараемся сделать это красиво и ровно, да. Ну, давайте так. Главное вот не обжечься, это очень важный момент, да. Не хотелось бы, да. Вроде ровно, ровно, ровно. Теперь возьмем вот так вот. Нет, мы сначала возьмем немножко все-таки припоя. Давай. Есть, есть с этой стороны тоже, на всякий случай. Есть. Ровно? Нет, не очень. О, ну так пусть уже будет. И опять прикладываем. И начинаем вот так потирать. Ждем прогрева 2 деталей, чтобы припой, который находится на их поверхности, расплавился. Потом он должен соединиться, в смысле слиться, скажем так. И после того, как остынет, превратиться в монолит. Нужно помнить важное правило, что припой течет туда, где температура выше. Это в любом случае, при любой пайке. Имеется в виду газовой горелкой, паяльником. Правда, вот у припой пас, он, конечно, с текучестью у него совсем, мягко говоря, не очень. Ну, ничего. Так, давай. Прогревайся. Так, вроде прогрелась, да. Так, пусть вроде есть теперь. Ой, кривовато, конечно. Ну ладно, уже так и будет. Развернем. Да, ну, уже припаялось. Но все-таки, знаете, ради перестраховки, давайте с другой стороны тоже, чтобы он имел протек от этой точки под этой деталью и вышел отсюда. Давай. Угу. Кривовато, да? Ну так поправим его. О, вот так поправили вроде, да? Хорошо. Ну вот я уже этим пальцем, который вот этим пальцем уже чувствую температуру, кстати. Да, такое это. Так, ну красиво, да? Нет, давай красиво, давай красиво. О, вот так, да? Есть. Ждем, когда остынет. Теперь можем убрать наш прижим, скажем так. Ну и давайте посмотрим, все-таки вооруженным глазом, так сказать, как вот в этих частях, в этой части и в этой части оно соединилось. А ну-ка. Ну тут все в порядке. Наплыва большого нет. Если наплыв получится, ну, конечно, его механическим путем можно будет снять в общей сложности. Так, есть. Промывать ничем не нужно. Ровненько. Ну, более-менее. Более-менее. Промывать ничем не нужно. Единственное, что почистить, ну, ради... ну, горячее еще. Ого, горячее. Чуть-чуть почистить для красоты, да? Чтобы убрать, как это называется. Ну, вот снимает он немножко металл, да, или как это
Миокалина. Ну, в общем, догадайтесь сами, как говорится. Предположите самостоятельно. Так, есть. Здесь сверху. Ну что, остыл? Ну так, горячо, конечно. Ну, в общем, вы видите, что все припаялось. Причем намертво. Аккуратно, на мой взгляд. Без каких-то сложностей. Вот так вот. Припоем паз. Вот он, да. Вот он, вернее. Можно паять алюминий. Совершенно безопасно, скажем так. Вот. Собственно, пайка алюминия осуществлена. Дальше попробуем паять металлы к алюминию. Попробуем припаять латунь. Вот такой вот есть П-образный профиль, небольшой. Ну, естественно, нужно его залудить, что мы сейчас и сделаем. Так, возьмем пинцет, немножечко наберем припоя на всякий пожарный случай. Так, есть, есть. Ну и вот так. Нет, так у нас этим пинцетом не получится, поэтому возьмем более мелкий такой, да. И начнем лужение. Тот же способ. Ага, сюда нужно. Давайте это подвинем. А это так, да. Такой же способ. Тот же способ, вернее. Натирание. Ну, уже была зачищена эта поверхность. Остается только подождать прогрева. И когда припой ляжет на поверхность, так сказать. Ну. Ага. Маловато, да? Ну, давайте добавим припоя тогда. Если маловато, значит, нужно добавить еще немножко. Нужно зацепиться же, да? Это будет многовато. Ох, это будет многовато. Хотя нет. О, отлично. Есть. Так, это сюда. Это сюда. И наберем. Угу. С одной стороны. А давайте с одной стороны. Чем? Еще раз. Угу. А так, если взять. О, аж. О, ну наконец-то началось. Перевернем. Ну вот прогрев как только произошел, да, детали сразу. Припой лег на поверхность. Так, еще немножечко. Вот так его растянем, да, в гладкую, как говорится. Хорошо. Теперь непосредственно сам алюминий. Потемнело, кстати, температура высокая. Будем лудить побольше. Плоскость залудим. Так, вот здесь разместим. Теперь нужно так придавить, чтобы было удобно руке. Она не на весу была, да, не уставала. Ну, давайте так попробуем. Ровно. Ну, нормально. Так, поехали. Опять же, ждем прогрева. Пройдет время, естественно. Угу. Латунь становится еще темнее, если вы видите. Наверняка вам должно быть видно. Угу. Есть. Так. Перевернем.
перевернем. Немножко неровно, да? Ну, сейчас поправим. Вот так вот придавим и будем греть с этой стороны. Сразу и поправим, да? Вот так. Повернем паяльник и чуть-чуть провернем. И проворачивается сама деталь непосредственно. Вроде ровно, да? Так, ну, не будем тоже сильно перегревать. Единственное, что нужно теперь подождать. Пока это дело... Ага, оно уже припаялось. Так, смотрим. Смотрим с этой стороны. С этой стороны ничего. Тут нужно все-таки додержать. И попробуем допаять. Там все-таки, скажем, пролива припоя не было с этой стороны. То есть шов у нас немножко открытый. Ну, как образно говоря, открытый получился, да? Ну, сейчас исправим. Ух ты. Это дернулась рука. Не очень удобно, скажем так. Так, немножко на весу получается, да, но что поделаешь. Так, вроде должно получиться. Так, ждем. Так, ну есть. Да? Да, есть. Хорошо. Пока деталь не остыла, следующий элемент, который попробовать хотелось бы. Вот такой вот отрезок металла. Это, сейчас, одну секундочку, взято от наборов от отравления, да, вот рамка вот с этой вот, от этой части. Посмотрим, получится ли припаять этим припоем паз или не получится, потому что это у нас латунь, которая покрыта вот специальным таким вот серебристым, столистым металлом, скажем так. Сейчас попробуем ради интереса. Почему бы нет? Взяли и начинаем греть. Начинаем. Давай. Ага, похоже, что... А нет, а может и получится, не знаю. Посмотрим, что получится. И начнем паять. Хорошо. Попробуем, припаялось или нет, но чуть позже. Пока деталь, опять же, пока горячий алюминий, да. Сталь. В инструкции сказано, что работает со сталью. Ну, под рукой ничего не нашлось, как стального, как то отрезок гитарной струны. Я сомневаюсь, что получится припаять. Сомневаюсь, но надо попробовать. Так, это сюда, да? Ну, давайте возьмем и начнем. Ну да. Внешне уложение получилось. О, вроде как припаялось. Или не припаялось. Сейчас посмотрим. Глянем место пайки, естественно. С этой стороны нет. Ага, ну вот есть такой, как наплывчик, да? Хорошо. Горячее или не горячее? Горячее или не горячее? Горячее. Ага, горячее. Нужно подождать, опять же. Пробуем. Прижмем вот так пинцетом. Пробуем. Ну, вы видите, да, то есть сталь не паяется. Сейчас посмотрим на место, там, где оно отломалось. Там, где отломалось. Да, припой просто не цепляется. Ну, скажем так, не цепляется к стали. И вот получается, что пайка не осуществляется. То есть с этой сталью, то есть гитарная струна, припой паз не работает. Иди сюда, не летай здесь, не надо. Не работает. Что касается пластины, она припаялась. Ха-ха-ха. Ну, это хорошо, что ха-ха-ха. Она припаялась. Вот даже гнется. Держится прочно. Ну, это очень неплохо, что
фотоотравление по факту с таким покрытием работает с припоем ПАС. И можно паять и к алюминию, и, ну и вообще к другим металлам. Ну и, конечно же, латунь тоже прекрасно припаялась. Намертво. Как люблю выражаться. Ну так, ну, такая привычка. Итак, очень интересно этот припой ПАС. Работает, значит, с алюминием, понятно, с медью и латунью. То есть латунь это сплав на основе меди. Тоже работает. И вот еще раз просто повторюсь. И с фототравлением, с таким вот покрытием прекрасно справляется. В общем-то неплохо. Со сталью не работает. В общем-то неплохо. Но дальше будет сцена печальная. Следующий наш подопытный, так сказать, ну скажем так, это кузов модели автомобиля ГАЗ М20 Победа. Серия Диагостини, журнальная. Выполнен этот самый кузов из сплава ЦАМ, а сплав ЦАМ содержит некую часть алюминия. Однажды на одном из форумов профильном написал, что, мол, дескать, граждане, ура, 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 я нашел способ, чем паять этот самый ЦАМ. Но, к сожалению, ошибся и ввел в заблуждение остальных. Почему это получилось, вы сейчас сами все увидите. Итак, подготовлено, так сказать, место пайки. Вот оно зачищено здесь. Ну, скажем, незаметное, да. Необходимо вот левую руку обязательно защитить чем-нибудь. Возьмем такую ткань. Потому что этот самый кузов разогреется до высокой температуры, чтобы не обжечься естественно. Ну и пробуем лудить. Возьмем немного, добавим немножко припоя на жало. Взяли? Мало. Ладно, ладно, давайте откусим чуть-чуть. Главное зацепиться. Зацепились? Ну, зацепились. Хорошо. Этого нам вполне хватит. Да. Сюда вот положим, добавим и возьмем этого самого припоя. Так, защитить нужно руку, не забываем об этом. Ладно, давайте возьмем, потом защитим. А то одновременно не получается. Так, есть. Теперь с этой стороны. С этой стороны не обязательно, но возьмем на всякий случай. Да, и вернемся к этой стороне. Ну, давайте. Есть. Так, еще раз. И начинаем лужение. Приложили. И методом, как уже было сказано неоднократно, натирания. Ну, ждем прогрева. Методом натирания постараемся залудить. Да? Так, ложится у нас хорошо. Ложится хорошо жало на поверхность. Ну, ждем. Как красиво. Да. Сделаем наплыв. Получилось? Ну, еще чуть-чуть. Просто наплыв нужен для наглядности, потому что, чтобы было видно. А вообще наплывов нужно избегать. Ну вот. Как даже. Есть? О, есть. Вот наш наплывчик такой. Да? Да. Теперь возьмем вот такой вот. Ну, это тоже инструмент. Это нож от точилки карандаша. Вооружимся, так сказать, увеличительным стеклом. И попробуем, как он держится, этот припой. Да? Вот так Нет, не этой стороной, другой удобнее будет. Да? Да. Давайте подковырнем его. О, вот вы можете видеть, как пошло отделение припоя
Вот он фольгой пошел. Так вот видно, чтобы вам было видно, да? Вот он. И дальше. Давайте дальше. Вот он снимается как. Прям, как говорится, и не держится совершенно. Ну, давай. Ну, вот он полностью отошел. Все, вот вы видите. Мало того, металл под припоем потемнел. К сожалению, вынужден констатировать, и вы это видели, что припой ПАС со сплавом ЦАМ не работает. Поэтому получился вот такой обман. Ну, теперь вы видите, что не по своей воле пришлось, была выдана, скажем, ложная информация. Ну, в общей сложности мы теперь можем приступить к сборке финального натюрморта, что, собственно, и сделаем. Итак, использовали плиту огнеупорную. Давайте вот так мы сейчас это все расставим аккуратно. Наши экспериментальную пайку здесь положим. Пинцет один. Так, пинцет, давайте в эту сторону, да, видно его. Видно? Видно. Хорошо. Пинцет второй. Пинцет третий. Обратный. Да, такой прищепочный, как я его называю. Ну, естественно, наш припой. Куда без него? ПАС. Давайте даже кулечек влезет сюда, да? Ну, давайте так. ПАС. Хорошо. Естественно, ну, паяльник мы сейчас отключить должны. Все. Он остыл. Ну, горячий, но ничего, положим сюда. Аккуратно, да? Получится? А ну. А ну. А ну, вот так. Видно его, да? Вот и хорошо. Диммер, естественно, вы видели. Подставочка. Вот такая подставочка. Еще раз внесем ее в кадр. Вот она. В общем, резинка для стирания карандаша. Сюда, кстати, поместится. А чего бы нет. Вот так вот. В общей сложности, ну, экспериментальный у нас был кузов от машины, от модели Победа. В 43-м масштабе, кстати, забыл сказать об этом. В общей сложности технология показана. Ключевые моменты обозначены. Заходите на канал. Подписывайтесь. Не забывайте подписаться. Это же несложно. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.